Солдат вернулся домой и нашел свою собаку, умирающую от голода. То, что он сделал, шокирует. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам, правда, интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Эрик Мартинес вернулся домой после 14 месяцев службы в Афганистане и нашел свою бордер-колли, умирающую от голода во дворе. Было холоднее, чем он помнил, сумерки опускались на Санта-Фе, город, где он вырос. С сумкой через плечо и чемоданом за собой он шел к старому дому, который оказался пустым. Трава заросла, свет на крыльце не горел, мебель покрылась пылью, ящики были выдвинуты, как будто семья уехала в спешке. Эрик узнал, что родители потеряли дом и переехали в другое место без возможности связаться с ним. Сердце сжалось от пустоты. Зайдя во двор, он услышал жалкий стон. Оглянувшись, мужчина увидел, как у разрушенной конуры лежала изможденная собака, почти скелет, с вывернутой лапой и мутными глазами. На ее шее висел старый ошейник с именем Рейдер. Эрик узнал своего пса, которого растил с самого детства, которому он обещал вернуться. Мужчина рухнул на колени и позвал пса по имени. Рейдер еле поднял голову, положил морду на ботинок хозяина и слабо вильнул хвостом. Эрик поднял его на руки и бросился в клинику. Ветеринар сказала, что шансов мало. Истощение, обезвоживание, инфекция, сутки жизни. Лечение дорогое, гарантий нет. Эрик без раздумий подписал согласие, отдав все накопленные за службу деньги, которые собирался потратить на новый старт. Пока Рейдер был в операционной, Эрик вернулся в дом и всю ночь готовил для него место, убрал пыль, вымыл полы, постелил одеяло, поставил миску с водой и приготовил еду. На следующий вечер ему позвонили. Собака выжила. Эрик забрал его завернутого в одеяло с катетером в лапе. Он уложил его на постель и прошептал: «Мы дома». Следующие дни стали испытанием. Эрик кормил Рейдера каждые 4 часа, отмечал количество воды в блокноте, массировал его мышцы, открывал окна для солнечного тепла, разговаривал, ставил тихую музыку. Каждое малое движение собаки он встречал как победу. Ночью его мучили кошмары о войне, он просыпался в панике, но однажды почувствовал морду Рейдера у своей груди. Пес, едва передвигая лапы, прополз к нему, положил голову и тихо застонал, возвращая хозяина в реальность. Эрик обнял его, прошептав: «Я вернулся за тобой, но, может быть, ты вернулся за мной». Постепенно собака крепла. Сначала поднимала голову, потом пыталась идти к миске. Утром, дрожа, встала на 4 лапы и сделала несколько шагов. Эрик заплакал от счастья. Восстановление было не только для собаки, но и для него. Он перестал пить снотворное, заменил бессонные ночи на уход за Рейдером, снова начал готовить, есть вместе с ним, вставать рано, дышать, двигаться. Они нашли ритм. Утренние прогулки по двору, тихие вечера на крыльце. Тишина перестала пугать. Она стала общей. Однажды Эрик сделал фото. Рейдер положил голову ему на колено, золотой свет падал в комнату. Он выложил снимок в группу ветеранов с подписью: «Он ждал меня. Теперь он помогает мне вернуться». Публикация взорвалась лайками и комментариями. Бойцы делились историями, вдовы благодарили, врачи писали слова поддержки. Среди откликов одно сообщение потрясло Эрика. Солдат признался, что хотел покончить с собой, но после этой истории передумал. «Ваша собака спасла больше, чем вы думаете». Эрик перечитал слова трижды, руки дрожали, но не от страха. Рейдер почувствовал его волнение, забрался на колени и положил голову ему на грудь. Эрик обнял его и заплакал, но это были слезы исцеления.
Однажды днем Эрик и Рейдер гуляли в парке. Люди смеялись, дети бегали по траве, воздух был наполнен криками и теплом. Эрик улыбался, а Рейдер шел рядом, хромая, но гордый. Внезапно крик прорезал пространство. Большая собака сорвалась с поводка и понеслась к маленькой девочке у края площадки. Родители закричали, но было поздно. Инстинкты включились мгновенно. Эрик хотел окликнуть, но Рейдер уже сорвался с места. Его тело стало размытым пятном. Он достиг девочку в тот момент, когда другая собака прыгнула. Рейдер врезался в нее, перехватил атаку, и оба рухнули на землю с рычанием. Он вцепился зубами, удерживая ее, несмотря на слабое тело. Эрик бежал к ним, сердце рвалось из груди. Когда он схватил ошейник Рейдера, тот все еще не отпускал соперника, пока другие мужчины не помогли разнять собак. Земля была изрыта, трава вырвана, кровь пропитала шерсть. Девочка осталась невредимой, мать унесла ее прочь. Рейдер лежал на земле, тяжело дыша. Его ухо было разодрано, лапа сломана, тело дрожало. Эрик рухнул рядом. «Ты все сделал правильно, мой друг. Оставайся со мной». Рейдер моргнул, дыхание стало слабым. Вдали выли сирены. Эрик прижал его к груди. «Ты спас ее, как спас меня». Хвост собаки слабо шевельнулся один раз и замер. Люди снимали видео, на записи был слышен крик, видно, как собака несется к ребенку, и Рейдер, бросающийся на перерез. Через часы ролик стал вирусным. Новостные каналы показывали кадры, называя его хранителем. Заголовки гласили «Брошенный пес становится героем». Страна узнала о связке ветерана и его пса. Интервью, репортажи, утренние шоу. Эрик повторял одно: «Я не спас Рейдера. Он спас меня. Он вернул мне все, что я потерял». Через несколько недель пришло приглашение. Организацию «Американские герои Карнеги» тронула история, и они решили наградить Рейдера высшей наградой для служебного животного. Эрик сомневался, сможет ли пес перенести поездку в Нью-Йорк, но, будто понимая, Рейдер вильнул хвостом и ткнулся мордой в руку хозяина. Театр был полон, когда объявили его имя. Рейдер вышел на сцену рядом с Эриком, прихрамывая, но гордый. Яркие огни отражались в его шраме, как в медали. Люди встали, аплодисменты превратились в овацию, слезы катились по лицам зрителей. Эрик взял микрофон. Его забыли во дворе, но он никогда не бросал меня. Он ждал, простил, и когда это было важнее всего, снова отдал все. Так выглядит любовь. Так выглядит преданность. В зале воцарилась тишина, а потом вспыхнул шквал аплодисментов. Но настоящая награда ждала дома. Ночью они вернулись в Санта-Фе. На крыльце было тихо, закат окрашивал небо в последние цвета. Рейдер лег у ног хозяина, положив голову на ботинок, тяжело, но спокойно дыша. Эрик наклонился и погладил его. Слова были лишними. Тени двух друзей вытянулись на дворе, человека и собаки, которые спасли друг друга и напомнили миру, что даже война не разрушает настоящую верность. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.